нас распаковка свеженького компакт-диска, который только что мне пришел по почте, который я только что получил. И это никто иной у нас как пам-парвам. Угадайте кто. Вот так вот он упакован. Бумажное кухонное полотенце еще дополнительно. Потому что продавцы приват продавцы, а это два диска Limp Bizkit. Не знаю, как правильно Limp Bizkit читается, наверное, какой-то Limp Bizkit. Я его всегда называл Limp Bizkit. Вот, друзья, два компакт-диска Limp Bizkit. Вот такие вот шикарные два альбома. И похоже на то, что эти шикарные два альбома, два шикарных макси-альбома. Вот это я не очень люблю, когда там мало песен. Вот это меня сводит малеха с ума. Я считаю, такое надо писать заранее. Ну, тут диск в хорошем состоянии. Такой вот диск с 4 песнями. За 2,60 евро. 2,60 евро стоили эти два компакт-диска. Ну, это макси. Не любитель я макси, конечно. Но, как обычно, продавцы забывают об этом упомянуть, что это макси. Вот такой вот. А на этом тоже 4 песни. Ну, той. И этот уже такой видавший виды. Компакт-диск. Угу. Интересно. Как он будет играть. Окей. Это была распаковка двух компакт-дисков Limp Bizkit. В состоянии, вот я сейчас интересно еще почитать, что там писал продавец про состояние, но это вот такое себе состояние. Всем привет, друзья! С вами на связи Алекс Титанов. И сегодня у нас рубрика распаковка и что еще? Обзор купленных, свежекупленных компакт-дисков и виниловых пластинок. Сегодня у нас компакт-диски у нас сегодня. Сегодня у нас компакт-диски. Я прикупил парочку новых компакт-дисков. Это значит два компакт-диска Limp Bizkit. Это вообще какая-то шняга залипушная. Я не знаю, зачем их купил. Просто цена была хорошая. 2,60 евро. 2,60 евро за две штуки я их купил. Плюс доставка. Сколько там доставка была? 2 евро. Короче. А сколько доставка? Почему не стоит доставка? Я вот смотрю, сколько я их купил. И что у нас тут стоит? Доставка. Алло, доставка. Меня интересует, сколько доставка была, блин. Блять, вот евро 70. Евро 70. Меня подкупила дешевая цена, и я купил. Это никакие не альбомы, это какой-то левый самопал. Диски заезженные, блин. Вот так это все выглядит. Не, один диск ничего. Это еще и Maxi CD. На одном 4 песни. На вот этом. А на этом 3, по-моему. И он конкретно заезжен. Не, на этом тоже 4. Какой-то из них был подуставший. Вот этот вот.
В общем, я посмотрел, это никакие не альбомы Limp Bizkit, никакие не синглы, вот что, не другие релизы, такого просто нету у них. Это просто какой-то левый самопал, просто какие-то песни, их хиты. В общем, это вообще не лицензионные диски. Отстой. В мусор. Так, еще я купил 2 диска Linkin Park. Вот это уже поинтереснее будет. Сегодня у нас распаковка свеженького компакт-диска, который только что пришел по почте, который я только что получил. И кажется, мне сдается мне, что без дополнительных недох руками получится открыть. И это у нас, угадайте, кто? Тут у нас вот так вот замотан. Дох, не помешали бы ножницы. Сейчас я вот так вот раскромсаю все это дело и все равно достану. Ага. Linkin Park, друзья, Linkin Park. О, вот это нормальное качество. Диск аккуратный, чистый, не затертый, не поцарапанный. Шикарное качество, вообще как новый. Как новый. И компакт-диск хороший. Тут такой вот буклет Linkin Park. Ну, Linkin Park это просто классика, альтернатива. Это на века, друзья. Вся альтернатива, мне кажется, строится на Linkin Park. Они были ее родоначальниками. Вот такой красивый буклет, абсолютно новенький. Шикарное состояние, друзья. Это была распаковка компакт-диска от группы Linkin Park. Альбом называется «Минуты 100 Midnight». Не умею читать по-английски. Вот так это называется. Вот так это называется этот альбом, друзья. Погнали слушать. Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка свеженького компакт-диска, который только что мне пришел по почте. И это кто у нас? А это у нас никто иной, как Linkin Park. Альбом Метеора. Угу. И у меня такой когда-то был. Кстати, к слову сказать. Такой шикарный Digipack. Вот так он называется. Вот в такой бумажной упаковке. Digipack. Но это не точно. Такой вот шикарный буклет. Вообще, как по мне, Linkin Park это просто родоначальники всей альтернативы. Мне кажется, любая альтернатива, которая сейчас играет, в ней есть элементы Linkin Park. Это просто все как-то дальше идет, развивается, эволюционирует музыка. Но основа Linkin Park останется навсегда, похоже, в альтернативе. Вот такой вот, друзья, буклет. Это целая книжка, даже не буклет. Классно. Новенькая, абсолютно новенькая книжка. Диск, упаковка тоже в хорошем состоянии. Вот это вот ненавижу, когда они клеют здесь, но вроде бы до сих пор получалось сдирать это без повреждений. Вот такой вот диск.
И пару царапин есть. Состояние такое себе, конечно. Сейчас попробую его оттереть, малеха. Состояние, конечно, не ахти. Окей. Что ж, погнали слушать. На нем Linkin Park очень рьяно пытался содрать наклейку, я ее содрал, но какие-то, я смотрю, следы остались. Значит, альбом Linkin Park Minutes to Midnight. Да, в общем, мне даже, наверное, не стоит начинать их озвучивать, эти названия альбомов. Вот так выглядит. Это явно фирма, друзья. Тут есть и логотипы, и все на свете. Диск вообще навешенький, одна царапинка, но в целом хороший. Значит, такая вот книженца имеется. Имеется, друзья, книжка. Шикарная книжка. С текстами, с картинками, с фотографиями группы. Да. Вот, значит, что у нас есть по поводу этого альбома? Какая инфа, друзья? Значит, Linkin Park. Кто еще не в курсе? Возможно, есть такие люди. Это американская рок-группа. Основанная в 1996 году под названием Xero и исполняющая музыку преимущественно в стилях альтернативный металл, нью-металл и рэп-металл. Раннее творчество, альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок. Позднее творчество. Вот, существует с 2000 года под названием Linkin Park. С 2000 года она так называется. А существует, а с 96-м было организовано. Входит в число самых продаваемых групп 21 века. Нифига себе. И самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. В общей сложности продав более 100 миллионов экземпляров альбома по всему миру. Группа была 6 раз номинирована и 2 раза удостоилась награды Грэмми. Дебютный альбом группы 2000 года под названием Hybrid Theory разошелся тиражом более чем в 30 миллионов экземпляров, принеся группе мировой успех. В 2010 году он обрел бриллиантовый статус. Следующий студийный альбом «Метеора» повторил, хоть и не превзошел успеха предыдущего, лидируя в 2003 году в чарте. Бывший вокалист группы Честер Беннингтон был признан одним из величайших рок-вокалистов своего поколения. Linkin Park взяли паузу после того, как 20 июля 2017 года, уже 17 года, 7 лет уже прошло, как будто вчера, вокалист Честер Беннингтон совершил самоубийство через повешение. 28 апреля 2020 года басист Дэйв Фаррелл сообщил, что группа работает над новой музыкой, однако в апреле 2022 года Шинода сообщил, что группа не работает над новой музыкой и не планирует гастролировать в обозримом будущем. Так, ну тут вот становление. Давайте почитаем конкретно про этот альбом. 15 мая 2700 года 2007 года вышел альбом Minutes to Midnight, с которым группа отошла от прежнего стиля гибрид и приблизилась по звучанию к классическому року. Значительно уменьшилось число речитативных вставок, музыка стала мелодичнее, да, это есть. Поклонники группы восприняли альбом неоднозначно, оценки разнились от
восторженных до крайне негативных. Сам Честер Беннингтон в интервью сказал, что в альбоме Метеора группа была вынуждена следовать давлению фанатов, копируя стиль дебютного Hybrid теории, но сейчас с новым звучанием Linkin Park чувствует себя комфортно. 7 сентября 2008 года группа стала лауреатом премии MTV Video Music Awards в номинации «Лучший клип в стиле рок». 25 ноября 2008 года вышел DVD Road, на котором записан один из концертов рамков европейского мира. В общем, а песня из этого альбома прозвучала в титрах фильма «Сумерки». По поводу этого альбома могу сказать только, что это супер, это ништяк, это классика вообще, да. Вот. Мне очень понравился, очень зашел. Не буду рассказывать, какие песни, потому что я не владею английским языком, к сожалению, и поэтому будет это все звучать ужасно в моем исполнении. Второй. С него, пожалуй, надо было и начать. Ну ладно, компакт-диск Linkin Park, кстати, за сколько? Я этот купил за... Linkin Park. За евро. Друзья, за евро. И евро 60 была доставка. То есть 2,60 он мне обошелся. Супер. Это я его купил по принципу... Я захожу в eBay, захожу в eBay, смотрю лоты, которые выставлены на аукцион по 1 евро. И пофиг, сколько осталось до завершения, неделя или 10 дней. Я просто ставлю свой, как это по-русски-то, господи, лот, скажем так, 1 евро. И просто на драчку собачку. Получится, никто не перебьет, значит куплю за евро. Перебьют, ну и повышать цену не буду. И я так вот просто смотрю, так пробегаюсь, что мне интересно. И везде по евро ставлю, цак, цак, цак. И потом через неделю, если какие-то за евро такие купились, просто радуюсь этому. Так его цена подороже, не ахти какой он дорогой в eBay, там, 5-6 евро, ну вот он стоит. Хотя вот, например, есть 3,90 сейчас. Ну, тоже на аукционе. Вполне может быть дороже потом. Ну, хватает их, да. Вот есть 4,99, 8,50 доставка. Вот есть 3,50, евро 50 доставка. Ну, в общем, цена просто мега за евро. Плюс, ну, просто приносит удовольствие, что купить задешево всегда радостно. Вот такая стратегия у меня. То есть я ставлю просто свой ангибот, свой лот в 1 евро битую, как бы даю свою ставку, делаю свою ставку, пытаюсь сформулировать это по-русски правильно, свою ставку в 1 евро и просто забываю про это. И если никто не перебьет, то, соответственно, я куплю через неделю или когда там лот закончится. Все, друзья, теперь пару слов о втором диске Метеора от Linkin Park. Это, кстати, я так понимаю, ихний второй альбом. Ну, это вот вообще бомба, бомбезная. Этот вообще просто нулячий, просто навью. Диск. Можно протереть. Нет, ну в хорошем состоянии, просто что-то кто-то его грязными лапами лапал. А так-то в хорошем состоянии. Так, тут имеется диск фирменный, соответственно, имеется книжка, печать, просто полиграфия, шикарные, друзья. Тут просто, ну тут вообще, просто книжка, полноценная, даже пахнет навьем прямо, полноценная книжка, книженция. Ее просто можно рассматривать и как пособие для уличных граффити использовать, какие баллончики покупать, краски, спреи, какие лучше с чем мешать. Вот,
Это просто мега бомбезно. Да, вот какие есть всякие арт-стриты, стрит-арты, точнее, наверное, будет правильнее. Вот, в общем, друзья, вот этот диск я купил за 3,87, подороже. Уж больно хотелось мне его иметь в своей коллекции. И доставка была у него бесплатная. Так что он обошелся в 3,87. Шикарный прайс. Шикарное качество. Я очень доволен. Давайте пару слов о самом альбоме теперь. Что нам расскажет сам альбом, друзья? Метеора. В 2003 году вышел второй альбом группы под названием Метеора, возглавивший чарт Billboard 200. Видеоклипы на песни Some Very Belong, Breaking the Habit, Noob. Да, транслировались по MTV и занимали первые места в хит-парадах. Альбом получил ряд наград, премию MTV за лучшее видео и Радио Music Awards за лучшую песню Noob. На песне Noob, Find, Paper, Cut и так далее. Здесь целая их куча. Из альбома Hybrid были записаны ремиксы с участием рэпера Jay-Z. После выпуска этого альбома группа повысила свою популярность в мире до топовых мировых хит-парадов. Сингл Noob стал самой узнаваемой песней Linkin Park, а в конце 2003 года вышел концертный альбом Live in Texas, видео of Meteora. Вот, вообще, вот это вот тот случай, когда ты в свою коллекцию что-то покупаешь, что-то вот стоящее, и прямо гордишься этим, что у тебя есть коллекция. Я горжусь вот этим диском. Класс. Приветствую вас на моем канале. Алекс Титанов. Сегодня у нас распечатка новенького, свеженького компакт-диска от фирмы Мелодия. Шутка. Сегодня у нас распечатка. О, я купил и забыл, что я купил. Digital Pack группы Led Zeppelin. Я сделал такую долгую паузу, пытаюсь вспомнить, когда и в каких условиях я его покупал. В общем, это какая-то просто бомба. Вот, посмотрите. 3 диска здесь. По-моему, это лайв вообще концерт. Я, честно говоря, не помню, что именно здесь. Но пока что у нас это будет просто распаковка. Потом дальше будет, в следующие минуты будет больше информации об этом компакт-диске, об этих, точнее, 3 компакт-дисках. Пока что это была просто распаковка. Это просто новье. Это вообще, они вообще нулячие. Вау. Ничего себе. Led Zeppelin, блин, я прям хотел все их альбомы вообще собрать. Led Zeppelin просто это легенда. Это круто. Вообще просто новый. Вот единственное, что вот не запечатанный, а так вот состояние прямо идеальное. Супер. Окей. Я напоминаю, это рубрика моего канала «Компакт-диски и виниловые пластинки», распаковка и обзорчик. Еще я прикупил диск, точнее 3 диска группы Led Zeppelin, коим фанатом я являюсь.
Ну, за них я заплатил ни много ни мало. 6 евро. Я не знаю, что я психанул. Меня подбило то, что здесь 3 диска. И я такой, ну, блин, каждый по 2 евро, типа, нормально. Вот. Ну, в целом, как-то вот я покупаю подешевле. Подешевле. Ну и 3 евро доставка, итого 9 евро. Ну, состояние просто бомбезное, новое. Новое, digital pack новый. Диски просто новые, их явно даже не слушали, не знаю, но все в идеальном состоянии. Вот. Вот такое все это дело. Вот так это все выглядит. Это значит у нас... Я попытаюсь прочитать. How the West was won. Что такое? Это, короче говоря, это тройной концертный альбом британской группы Led Zeppelin, выпущенный Atlantic Records 27 мая 2003 года на CD. Вот, на диске представлены записи 2 концертов, состоявшихся в 1972 году. Задумайтесь только, 52 года назад. В рамках турне по США. Первый был записан в зале LA Forum 25 июня 1972 года. Второй в Long Beach Arena 27 июня. Джимми Пейдж упомянул, что группа достигла в тот момент своего артистического пика. Ну, вот есть такой шарм концертной записи этих дисков, что придает этим дискам какой-то такой интересности, знаете, что вот хотелось бы иметь это в своей коллекции. Когда ты любишь группу, то даже концерты ее интересно послушать, иметь в коллекции интересно. Так что я не жалею, что приобрел концертную эту запись. Так, значит, многие годы записи этих 2 концертов были доступны лишь в качестве бутлегов, но они были доступны в основном коллекционерам. Например, хотя несколько записей концертов Led Zeppelin имели хождение среди поклонников после того, как были украдены из различных архивов Пейджа в 80-х. Однако концертных записей, вошедших в How the West was won, среди них не было. Записи с этих 2 выступлений подвергались основательному монтажу, осуществленному под руководством Пейджа в лондонской студии Sam West Studios. Некоторые песни, которые исполнялись на концерте, не были включены в альбом. Например, это интересно, Communication Breakdown, Thank You и редкая версия Lowly какая-то. Популярная американская рок-н-ролльная композиция из шоу 25 июня. 14 июня 2003 года альбом дебютировал в чарте Billboard 200 под первым номером 154 тысяч проданных копий и оставался в чарте на протяжении 16 недель. Альбом стал золотым, а 30 июля 2003 платиновым. Этот альбом стал первым альбомом Led Zeppelin, который занял первое место в чартах США за 24 года. Вот, друзья, по поводу этих компакт-дисков, которые я приобрел в свою коллекцию в последнее время. Вот такой вот обзорчик. Надеюсь, вам было хоть немножко интересно. Ставьте пальчик вверх, жмите колокольчик. Ну, а я прощаюсь. До новых встреч, друзья, в эфире. Прям как ведущий, телеведущий. В общем, сейчас будет 3 рубрики на моем канале. Это одна большая — велосипед и геокешинг, поиски тайников. Вторая — это распаковка и обзор компакт-дисков и виниловых пластинок. А третья, ее будет меньше всего, это рисование и тренировки. Не потому что я меньше всего это делаю, потому что с этого слепить какое-то видео вообще нереально. Я даже не знаю, как это будет, но хотелось бы, чтобы это все-таки было. Вот такие планы.
Обнимаю. Всех благ, хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока.